Итак, я вас всех приветствую, мои дорогие друзья и зрители. Думаю, что каждый из вас задумывался хотя бы раз в жизни, как реально устроен наш мир, как выглядит Земля и что же здесь на самом деле происходит. И сегодня я вам приоткрою завесу этой тайны. Мы найдем истинные значения нашей Земле и нашему существованию. Вы своими глазами увидите то, что происходит в нашем мире и окружает нашу реальность. Это будет лишь мое мнение, но я его формировал многие годы. Думаю, будет очень познавательно. Садитесь поудобнее, и мы с вами начинаем. Теперь я покажу вам настоящее мироустройство нашей Земли и нашего мира. Мы сделаем это вместе с вами и попробуем все изобразить максимально наглядно. Надеюсь, что у меня получится, хотя я не художник, конечно. Итак, в центре мы рисуем нашу Землю синего цвета. Пусть она будет у нас синяя. А здесь я изображу на ней, возьму Землю как шар. То есть Земля это шар, но статичный. Покажу материки, покажу их все как будто бы с одной стороны. Вот здесь вот, сейчас, секунду. Это у нас Евразия. Евразия. Вот это у нас здесь будет Африка. Здесь у нас будет Австралия. Здесь немножко Новая Зеландия. Покажу на этом же шарике, еще изображу вам. Здесь вот смотрите, я, кстати, компасы еще принес. 3 компаса, чтобы мы видели направление, где сейчас по факту север. Вот этот компас показывает ошибочно, но он самый дешевый. Видимо, что-то здесь со стрелкой не совсем правильно. Этот стоит рублей 40. Этот я покупал в спортивном магазине. Этот компас я заказывал с Алиэкспресс. Этот стоит с Алиэкспресс где-то 150 рублей. Этот около 200 рублей в спортивном магазине. Этот 30-40 рублей в магазине Констоваров. Вот 3 компаса, которыми я постоянно пользуюсь. Сейчас вы поймете весь основной смысл. Земля, материки. Вот это вот здесь Россия. Вот здесь Россия. Россия. Вот здесь вот Англия. Вот тут вот будет у нас Антарктида. А здесь я на этой же стороне изображу Северную Америку и Южную Америку. То есть 2 материка мы изобразим, чтобы вы понимали, что это Земля. Здесь также у нас, здесь Исландия, остров. Приблизительную картину мира изобразил, вам показал, как все на самом деле у нас устроено. Вот здесь вот север, пишу север, север. На севере, вот здесь вот сверху, вот она, полярная звезда. Полярная звезда. Вы сейчас все поймете. Мы живем вот здесь в России, в северном полушарии. Теперь что происходит дальше? У нас вот здесь вот рядышком, вот так вот. Здесь у нас Солнце.
делаем солнышко. Оно светит своими лучами на нас. Расстояние до Солнца от Земли, от края Земли до Солнца, до начала Солнца. Сейчас я вам покажу, сколько точно. Вот это расстояние равно 1000. Давайте внизу. 1000 километров. Солнце над Землей в 1000 километров. Вот здесь вот я с другой стороны изображу Луну. Она будет у нас серая. Серая Луна, двуликая Луна. Расстояние от Земли до Луны, пусть до начала Луны тоже будет. Изображаю вам, показываю. 1000 километров. 1000 километров. Движение Солнца вокруг Земли происходит таким образом. Оно облетает, вот тут у нас экватор. Вот таким пунктирчиком делаю экватор. Это и есть движение Солнца. Оно облетает Землю по кругу и заходит опять туда. Опять выходит здесь и заходит вот сюда. То есть вот таким образом оно движется, наше солнышко вокруг Земли. И оно опускается выше, ниже. То есть по годам. Оно, когда у нас зима, получается, в северном полушарии, то Солнце опускается вот сюда вниз. Вниз оно вот сюда уходит, на юг, поэтому она далеко, и вот такие вот круги наворачивает. Вот так она ходит. Когда у нас тепло, оно поднимается выше, к северу. Вот так движется Солнце вокруг Земли. Луна движется точно так же. Они рядышком, но их пути почти не пересекаются. Иногда в солнечные и лунные затмения бывает, что у них пересечение. Тут расстояние, вот эти 1000 километров, они как бы варьируются. Может быть, чуть больше, чуть меньше. Особенно это происходит солнечное затмение. Но в среднем 1000 километров. Луна движется точно так же. Вот она вот так по Земле ходит. Ходит по кругу. Заворачивает и идет вот так. То есть вот движение Луны вокруг Земли. Она как солнышко ходит везде вокруг. Земля наша на самом деле, как я сейчас понимаю, все-таки скорее всего имеет форму шара. Но единственный момент в том, я рассматриваю, конечно, теории и плоской Земли, и полой, и разных. Но на данном этапе времени я останавливаюсь на том, что Земля имеет форму шара. Этот шар только стоит неподвижно, он статичный, он не шевелится и стоит на одном месте. А все вокруг Солнца, Луна, другие тут планеты, там Сатурн со своим кольцом, как бы Сатурн, если он есть, Марс, там все вот эти планеты, они тоже здесь вокруг летают. Марс. И дальше что у нас происходит? У нас вот где полярная звезда, пишу полярная звезда. Полярная звезда. Звезда. Вот здесь у нас, это мы, Земля, являемся желтком. Вокруг нас есть вот такая вот сфера. Вот такая вот сфера, которая состоит из звезд. Здесь огромное количество разных звезд, друзья. Вот так это выглядит наше мироустройство по факту.
Земля – это желток. Наше небо – это скорлупа. Напомню вам сейчас, как правильно искать полярную звезду. Вы должны. Полярная звезда – это самый кончик малой медведицы, то есть хвост точнее. То есть мы можем взять вот так. Вот здесь вот изображена вот малая медведица. Чтобы нам ее найти, малую медведицу, у нас, но здесь я немножко не в ту сторону развернул, мне надо было вот так малую медведицу изобразить. А здесь вот у нас будет изображена большая медведица. Вы все можете найти ее на небе. Вот так она выглядит. Вот большая медведица. И вот ее хвост. Так вот, а вот малая медведица. И вот ее хвост, вот полярная звезда, видите? То есть мы можем найти полярную звезду, если проведем вот так прямую линию от ковша большой медведицы и упремся прямо в полярную звезду. Большая медведица видна хорошо на небе, а маленькая медведица очень плохо. И поэтому, чтобы ее найти, нам нужно вести вот такую прямую, и чуть-чуть она правее. И вы увидите прямо самый хвост вот этой малой медведицы и полярной звезды. Дальше. Когда мы расположены вот здесь вот в России, я компас, вот эти, любой из этих компасов направляю на север. То есть мы смотрим вот так север. Север – это точно полярная звезда. Ну, правда, магнитный компас показывает не на полярную звезду, а на магнитный полюс. Он немножко смещается, но все равно на севере. И только при таком устройстве мира, если Земля статично находится в середине, Солнце, Луна движется вот так вокруг Земли. Также и другие тут планеты. Марс, Юпитер. Мы можем посмотреть. То есть, если мы увидим, что именно вот таким образом они движутся, и вот эта наша сфера, наружная оболочка, то есть это получается яйцо. Мы желток, а наружная оболочка – это как раз яйцо. И мы, получается, стоим на месте, абсолютно мы статичны, Земля статична. Вот наше настоящее мироустройство. Все крутится и вращается над ней и для нее, в том числе и небесная звездная сфера. Диаметры Солнца и Луны, ну, примерно вот их диаметр вот отсюда вот до сюда около 50 километров. Примерно 50 километров Солнца и также примерно равен 50 километров диаметр Луны. Вот такие вот расстояния. Мы можем это увидеть наглядно на моей картиночке. То есть Земля находится, это как желток, ровно по центру. Вот эта сфера вращается. И если вы будете когда-нибудь наблюдать за полярной звездой, направите компас вперед, то вы увидите над своей головой, что большая медведица вот так вот крутится постоянно на одном месте. Вот она крутится, крутится, а полярная звезда стоит на месте. То есть это и есть реальное устройство мира, а не то, которое нам рассказывают. Наша жизнь, наша Земля – это реальное яйцо, желток и скорлупа. Мы желток, наружное небо, свод – это у нас скорлупа со звездами. Что находится за этим пределом, как я предполагаю, что находится вот здесь вот дальше. Сейчас я вам объясню. Вот эти звезды дальние, далекие, которые светятся в небе, скажем, они являются для меня или просто голограммами, светящимися точками, или же наша скорлупа с нашим желтком расположена внутри огромного света, Создателя, Бога. То есть здесь, вот здесь вот снаружи, здесь его свечение, огромное сияние, это сияние намного больше солнечного, абсолютный свет, абсолютная
чистая энергия, она светится, и наше звездное одеяло, вот это, из которого состоит из звезд, возможно, что вот эти вот звездочки – это лучики, которые прожгли вот это темное черное одеяло. То есть нас окутали в эту скорлупу, но в этой скорлупе появились маленькие отверстия. И через эти отверстия к нам попадает свет от истинного светила, который окружает истинного света, абсолюта, который окружает наше яйцо и всю нашу жизнь. То есть, вот я вам показал наглядный пример, как я понимаю наше сегодняшнее мироустройство. Вот таким образом все выглядит. Прошу вас задуматься. Высказываю это как свою теорию, но я сейчас больше всего рассматриваю этот вариант. Конечно, я изучаю теорию плоской Земли, теорию полой Земли. Кстати, внутри Земли, вот здесь в Антарктиде тоже есть проходы, и внутри нас есть тоже Солнце. Вот здесь вот есть внутри еще одно Солнце. Темное Солнце или скрытое Солнце его можно назвать, но реально там есть энергия, определенная станция. Поэтому, в принципе, теория полой Земли не выходит из этой картины, потому что внутрь реально можно проникнуть, возможно, здесь есть вот такая пустота. Вот так она выглядит. И также через Северный полюс, также и через Южный можно попасть. Плоскую Землю тоже я рассматриваю как вариант, но чуть-чуть меньше стал ей уделять процентов. Сейчас я вижу наш мир именно вот в таком мироустройстве. Круглая Земля абсолютно статичная, мы никогда никуда не движемся. Все, что показывают нам из космоса, в том числе и движение МКС, можно посмотреть онлайн, всего лишь, и навряд ли это с МКС снимается, может быть, какой-то спутник или самолет летает. Смысл в том, может быть и МКС, но мы не видим движения Земли никогда и не чувствуем. Все, что мы видим, нам показывают картинки, это лишь показывают движение того объекта, на котором установлена видеокамера. Она летит вот так вокруг Земли, тут МКС, поэтому мы видим скорость. Но Земля в этот момент, она статична и расположена на месте. А вот это небо, небосвод крутится, Солнце, Луна крутится, вращается, вот эти планеты, все крутится над нами и для нас. Мы центр мира и центр Вселенной, и Создатель следит именно за нами. И мы вот здесь маленькие букашечки, мы муравьи на этой земле, на нашей. Вот это моя картина мира, которая сейчас у меня в голове. Ну, все это можно, конечно, назвать и большой матрицей, игрой. Вот этот мир, упакованный со всех сторон, Создатель находится снаружи и контролирует нас. Вот создал для нас такую ячейку. Возможно, такие ячейки, конечно, и рядом. Может быть, вот эти земли еще где-то вот здесь рядом расположены. Может быть, есть какие-то проходы через Антарктиду и Арктику в такие же земли, но основное мироустройство, оно показано наглядно. Мы сейчас продолжим и посмотрим еще все, как выглядит, по моему мнению, в компьютерном виде, и вы увидите более красивую картинку, я покажу вам все, вы ознакомитесь и поймете. Смотрим дальше. Итак, а вот наша реальная форма Земли. Мы можем посмотреть и увидеть форма, и, как я предполагаю, наше все мироздание именно таким образом устроено. Вот здесь мы видим Солнце, здесь в центре расположена наша Земля, вот наш небесный небосвод или скорлупа, вот они маленькие планеты, которые здесь есть. Скорее всего, 8 планет все-таки существует. А звезды — это голограммы, как я повторюсь, или лазерные лучики, прожженные лучики от наружного всевидящего Солнца. И мы можем посмотреть, как выглядит наглядно. Здесь единственное, что сразу же скажу, Земля будет немножко вращаться, потому что это я делал специальные скриншоты из одной программы компьютерной. Но вы можете точно так же посмотреть и учтите, что Земля здесь как бы она статична, не вращается. И вот мы видим проход
планет, Солнца и всего остального. Прям в прямом эфире вот это движение. Давайте еще раз посмотрим. Вот так они все крутятся над нашей круглой, но статичной Землей. То есть статичная — это значит, она стоит на месте и не движется. Мы находимся вот в такой скорлупе или желтке. Сейчас я вам покажу еще и созвездие, как все это выглядит со стороны, если созвездие мы возьмем. И опять же большой и маленькой медведицы. Наша Земля круглая. Вот у нас маленькая медведица. Вот у нас созвездие большой медведицы. И как я вам и говорил, если мы проведем вот так вот прямую от ковша большой медведицы, мы упремся прямо в хвост малой медведицы. Это и будет север. Север — это Норс. То есть таким образом крутится вот эта наружная наша сфера со всеми звездами, созвездиями над нами. А солнышко, луна и все остальное находится там внутри. Вот оно происходит, вращение. Таким образом, другие планеты, Юпитер, Марс, Сатурн, Солнце. Здесь только изображены они слишком близко к краю. На самом деле они немножечко ходят здесь поближе к Земле, как я рисовал. Также все знаки зодиака работают, то же самое. Вот эти сферы, вы, кстати, можете познакомиться с понятием альмелярная сфера. Вы увидите, что Земля всегда была в центре Вселенной, а все остальное вращалось и крутилось над ней. Для нее так было на протяжении тысячелетий во всей нашей жизни и истории. Все древние астрономы, ученые пользовались только ей. Армиллярова сфера. Найдите, пожалуйста, и вы поймете, что это такое. Запомните название. Также звездочеты, все расположено и все работает по этому принципу. Мун — это Луна, Солнце, Юпитер. Вот. И вот таким образом они вокруг Земли ходят. Остается лишь небосвод. Также время календарное. Вот, допустим, как бежит наше время. Небосвод крутится. Апрель, вот здесь год 2015 взят. И по числам, по часам все здесь расписано движение. То есть идет полностью за день, за сутки, за 24 часа. Вот эта небесная сфера вращается над нами, над Землей, которая абсолютно статична. Вот можем посмотреть еще очень наглядно и хорошо видно. Она здесь выделена, сфера, немножко другим цветом. А Луна вот здесь изображена, и Солнце. Расстояние у них примерно 1000 километров от Земли, но плюс-минус. Скорее всего, возможно, что Луна немножко ближе к Земле, я предполагаю. А Солнце может быть, может быть и 2000 километров от нас Солнце. Допустим, Луна 1000, Солнце 2000 километров. Их диаметр, немножко различается, чтобы Луна могла перекрыть в определенный момент Солнце, когда бывает солнечное затмение. И вот так вот они кружатся над Землей. То есть зимой, летом Солнце, здесь немножко кривая орбита показана. Может быть, она и кривая, может быть, и вот такая вот ровненькая. Вот орбита, пожалуйста, показана, как именно расположена. Вот если в движении это посмотреть. То есть движется Солнце, Луна и остальные планеты. Мы видим это прямо наглядно вместе с вами. Опять же показано звездное небо с часами, с поясами, с планетами, с разными. И, конечно, со звездным небом. На виде сверху тоже можно посмотреть, как вот фазы Луны формируются. Каким образом Солнце светит, вот здесь Луна. И мы можем посмотреть, что здесь Солнце, опять фаза Луны здесь неправильная. То есть Луна тоже имеет свой собственный свет, не зависящий от Солнца, друзья. Солнечные лучи на нее тоже попадают, как я предполагаю, но все же Луна — это тоже светильник, и ее свечение ровно в 7 раз слабее солнечного. Здесь вот показано у нас созвездия, знаки зодиака. То есть так работает именно по циклам. Мы прям видим
вживую. То есть если перевернуть с разных сторон, здесь опять же вот показаны сферы, картины. Солнышко выходит из-под земли, за земли, и вот так вокруг нее ходит. Единственное, что Земля статична. Вот здесь вот более крупная картинка показана, чтобы для наглядности вы видели. Мы сейчас посмотрим это движение. Здесь как раз вот Земля сейчас статична, и мы рассмотрим вот этот пример. То есть Земля стоит на месте, а все крутится и вращается над ней. Вот давайте, сейчас мы эти кадры посмотрим. Вот так вот. Видите? Все планеты, все 8 планет Солнечной системы вот так вокруг Земли ходят. И Солнце идет за ней. Туда идет и обратно. Очень хороший пример для вас наглядный. Вот так именно все и устроено. Вот она наша статичная Земля. То есть она шар, как я предполагаю, но стоящий на месте. И все вот эти МКС планеты, Солнце, Венера, все крутится для нас и вокруг нас. И благодаря этому создаются наши судьбы и жизнь, и боги следят за нами, наши создатели. Вот таким образом это все происходит, друзья. Вот очень отличный, прям живой для вас пример. Полное вращение Марса, и Нептун, и Плутон. Вот еще кольцо можно здесь посмотреть полностью движение. Как это происходит. Все созвездия, все крутится, а Земля стоит на месте. Итак, сейчас я вам еще покажу дополнительное видео, снятое с Земли на нашем небосводе. То есть камеры будут установлены в разных частях и уголках мира, и мы увидим, что крутится над нами именно сфера, а Земля стоит на месте. Это реальные съемки разных людей с очень хорошей техникой по всему миру. И вы увидите, что просто небо крутится над нами, как и вот эта сфера. Смотрим это видео, думаем и размышляем, друзья.
Итак, слышащий да услышит.